Я руководитель, приятно сейчас говорить, куратор свободной школы журналистики в Украине. Это такое неформальное, негосударственное учреждение, которое помогает нашим молодым ребятам, которые не журналисты или в большинстве не журналисты, а пройдя у нас небольшое обучение, собственно, получить возможность работать в лучших медиа Европы, в том числе Украины. И несколько месяцев назад я взял большое обещание пригласить к нашим студентам двух замечательных журналистов, двух прекрасных специалистов из Соединенных Штатов Америки. Я свое обещание в первую очередь перед ними выполняю. Это мой долг. И те студенты, которые обучались у нас этой осенью, их было порядка 450 человек, в первую очередь нужно послушать эту лекцию, потому что это их первая очередная задача. Для всех остальных наших гостей это прекрасная возможность приобщиться к удивительному, замечательному, буквально завораживающему миру медиа. Но причем медиа не наших украинских, которые в последнее время говорят только о войне, о том, о сём. Речники наших прекрасных органов власти договариваются так о событиях, что очень не прям пример. Но, в общем, ничего хорошего. Хотелось бы, чтобы вы приобщились к стандартам, к медиа Запада. Мы сегодня будем встречаться с двумя замечательными людьми. Один это журналист, корреспондент Нью Йорк Таймса, The New York Times. И второй это профессор Колумбийского университета, который занимается очень специфической, для нас ныне неизвестной, но я думаю, что в дальнейшем очень перспективной темой восстановления журналистов после травм, после психологических травм. Если вы поймете, спросите, что это за травмы, если среди вас есть журналисты, я уверен, что они здесь есть, общались, после зоны боевых действий, после зоны АТО, после каких-то больших катаклизмов и кризисов, журналисты получают, как обычный человек, большой психологический удар. И после этого нужно восстанавливаться. А вот при Колумбийском университете действует такой центр, который, собственно, и помогает журналистам по всему миру восстанавливаться и в дальнейшем не бросать эту замечательную, прекрасную профессию журналистику, не бросать заниматься медиа, а, собственно, продолжать выполнять свои профессиональные обязанности. То есть у нас такая вот уникальная встреча. В принципе, по всей Украине такой возможности больше ни у кого нет, в некоторой мере вы буквально особенные. Я надеюсь, что, собственно, те видеозаписи, которые мы делаем прямо здесь впервые в нашей школе, мы обычно не записываем лекции, они смогут дойти, собственно, и до всех остальных, кто хотел или не успел попасть в этот зал. Заявок пришло больше 1400, зал может принять нас здесь всего-то больше 500 сейчас, и я надеюсь, что несколько тесные контакты даст нам возможность на протяжении 2 часов согреться, ну и, собственно, приобщиться своими вопросами к этим замечательным лекциям. Важно, что отметить. И на втором ярусе, и здесь в портере, называют балконный портер, будут работать члены нашей команды, девочки с микрофонами. У нас регламент будет построен примерно следующим образом. 40-45 минут лекции и 15 минут на вопросы-ответы каждому спикеру. То есть 40-45 первый доклад, 15 минут вопросы-ответы, и 40-45 минут второй доклад, и 15 минут ответы. Если вы будете еще столь жарко желать задавать вопросы, вы это сможете сделать. У нас, собственно, какого-то особого лимита по времени нет. Ваша личная энергия и личная энергия наших гостей. Важно отметить, вопросы задаются только в микрофон, потому девочки будут ходить по залу, и вы поднимаете руку и задаете вопрос. Здесь этого никакой вопросовой проблемы нет, это штатная процедура. Второе. Так как английский язык у нас входит в моду только, наверное, с этого года, не все на достаточно высоком уровне знают английский, например, я. Есть какие-то профессиональные все-таки сленги, профессиональные высказывания. И почему для того, чтобы вся лекция, каждый доклад, каждое слово было понятно каждому из вас, вам будут помогать переводить. Прекрасная девушка, руководитель проектов, такая замечательная организация. Это организация, которая занимается развитием украинских журналистов. Это Институт региональной прессы, правильно я сказал? Институт развития региональной прессы. Это прекрасная организация, которая помогает развивать украинских журналистов, помогает им больше профессионализироваться. Собственно, благодаря Катерине Ивановой сегодняшняя лекция и ее организация состоялась. Я очень благодарен ей за терпение, потому что настолько, насколько был я настойчив, чтобы лекция эта состоялась, у нее просто ангельское терпение. И вот именно, как могу вас попросить, поддержите, пожалуйста. Дальше начинается стендап-шоу. Будем анекдот рассказывать. Вот, так,
Катя будет вам помогать для того, чтобы каждый из вас, каждая категория, каждое слово буквально поняли и не осталось незаданных вопросов. Когда вы будете задавать вопросы, вы можете свободно задавать вопросы. Если понимаете английский и свободно владеете английским языком, задавайте на английском. Если есть сложности или чувствуете, что не можете сформулировать так конкретно, чтобы это было достаточно удобно и быстро, задавайте на украинском, на русском языке. Катя с большим удовольствием переведет вам этот вопрос. Все, договорились. Ребята, тогда сделаем таким образом, что все задают вопрос или на украинском, или на русском. Катерина будет переводить. Собственно, она наш главный кладезь знаний сегодня, она нам переводит. Мы ее очень любим и ценим, потому когда будете задавать вопросы, понимаете, что вопрос должен быть не более 7 секунд, то есть он должен быть взвешенным, понятным и легко переводимым, то есть не глубокая философия и огромный бэкграунд. Это что касается нашего регламента, как мы будем с вами, собственно, работать вот эти все 2 часа. Надеюсь, он будет для вас достаточно уютен, достаточно комфортен, ну, и, собственно, вы получите те знания, за которыми вы сюда пришли, в это прекрасное историческое здание. Итак, я скажу... Да. Да, я скажу, я вас сейчас всех представлю, поставлю Катерину, буду занимать место в зале, и действительно, вы будете полностью здесь руководить залом, они полностью будут ваши. Ребят, я безумно рад представить нашу школу. Действительно, во-первых, надо будет сказать перечень спасибо тем, кто помогает переводить проект журналистов. И важно отметить, кого же мы пригласили. Итак, для вас западные издания известны, ну, несколько, наверное, вы точно знаете Wall Street Journal, вы знаете Financial Times, и вы точно знаете The New York Times. Для вас, для украинских журналистов, и для вас, как студентов, и людей, как из других специальностей, должны быть высокие стандарты журналистики. По моему личному убеждению, убеждению преподавателей нашей школы и, собственно, коллег со всего мира, стандарты Нью Йорк Таймс одни из самых интересных. Нью Йорк Таймс — это передовое СМИ, которое занимается и дата-журналистикой, и интерактивной журналистикой, и понимание как кросс-платформы, и много-много чего другого. Это безумный кладезь знаний. Поэтому этот безумный кладезь знаний с вами сегодня будет обсуждать корреспондент Нью Йорк Таймса Эндрю Лерен. Погодите, дайте мне, я расскажу, потом будет плохо. Ребята, и то, что я вам объяснил, безумно сложная тема, которая в Украине не развивается, она реально очень интересна для молодых экспертов, молодых специалистов. Ваш преподаватель, профессор Колумбийского университета, человек, который изучал историю журналистики мировой, и сейчас своей энергией, своими силами, своими эмоциями и жизненной энергией помогает восстанавливаться журналистам по всему миру. Это буквально заслуживает и уважения, и, конечно же, вашего внимания. Будем говорить о травмах журналистики, будем говорить о том восстановлении, которое необходимо проходить. Если вы не журналист, я думаю, вам безумно будет интересно, как журналисты после самых горячих точек восстанавливаются и приходят в себя. Но будем говорить с прекрасным человеком, профессором Колумбийского университета, директором этого уважаемого мирового центра Брюсу Шапиро. И дальше будем работать вместе с ней. Спасибо большое. Здравствуйте все, меня Дмитрий представит, спасибо ему за это, я очень рада вас здесь видеть. Позвольте мне сказать несколько слов о том, что мы за организация, что мы делаем. Я хочу также поблагодарить людей, без которых эта лекция и приезд гостей не мог бы состояться. И Энди и Брюс приехали сюда в нашу 6-ю национальную конференцию журналистов-расследователей, которую поддерживают международные донорские организации, в частности, программа «Медиа», организация «Интерньюзнет», поддерживает Международный фонд Возрождения, мы его знаем Ветрочи, поддерживает датский проект СКУ. Именно благодаря усилиям этих людей и Энди, и Брюс сегодня с нами. Что касается института, я понимаю, что мы для вас незнакомая организация, вы для нас незнакомая публика, но если вы выбираете карьеру журналистики, давайте познакомимся с вами поближе. У вас есть наш сайт. Вы можете зайти и посмотреть, мы проводим обучение для журналистов, мы поддерживаем журналистов юридически. У нас есть очень сильная команда юристов, которые защищают журналистов в суде при потребности. Мы учим новым навыкам, мы учим новым медиа, мы учим журналистике данных. То есть, если вас чему-то не научили
evening, and thank you so much for having me and Bruce here tonight. It is an honor for us to be here and have a chance to talk with you. Добрый вечер. Для нас это честь, что вы принимаете сегодня меня и Брюса. Мы очень рады, для нас это большая честь. Thank you very much. Дякую. So, my name is Эндрю Лерен. I work on the investigative team at the New York Times. Меня зовут Эндрю Лерен, я работаю в команде расследователей газеты Нью Йорк Таймс. And that means I work sometimes on breaking news stories, sometimes on stories that could take months. И это значит, что иногда я работаю над новостями, иногда над материалами и историями, которые занимают месяцы. I do all the things that you're probably used to doing, interviewing on the phone, going to travel to people. Я делаю все, к чему вы, наверное, привыкли, провожу интервью по телефону, иду, общаюсь с людьми. As an investigative reporter, I also like to go through a lot of documents. Как журналист-расследователь я также работаю со многими документами. And I also like to use data to try to find stories. Но кроме того, я также использую базы данных для того, чтобы искать и развивать свои истории. My hope tonight is to tell you a little bit about how I do my job. Я сегодня попытаюсь вам немножечко рассказать о том, как я делаю свою работу. In the hope that perhaps it might help you do your job even better. В надежде, что это поможет вам лучше делать вашу работу. I've worked on stories large and small, from the Snowden files and WikiLeaks to very small local stories. Мне приходилось работать над материалами совершенно разного масштаба, от WikiLeaks и файлов Сноудена до каких-то маленьких незначительных. And I've worked in television and in newspapers. И мне приходилось работать как на телевидении, так и в прессе. But perhaps the best way that I can explain about what I do is to give you some examples. Но, наверное, самый лучший способ рассказать вам, чем, собственно, я занимаюсь, это показать вам пример. So, the first story I'd like to talk about is not a kind of story I usually do. Первый пример, который я вам приведу, это достаточно редкий для меня материал. Обычно я такими не занимаюсь. I have just finished working on a very difficult story involving people who were killed and hurt, and I asked if I could take a break for a couple of weeks and work with the sports department. В тот момент я только закончила очень сложное расследование. Материал, который я рассказывала о пострадавших и убитых людях, я безумно устала и спросила редактора, могу ли я взять какой-то перерыв и пару недель поработать в отделе спорта. And I thought I would like to maybe write about marathons. И я подумала, почему бы мне не написать про марафон? I like to run them. Я люблю бегать. So this is a map of the New York City Marathon. Вы видите, это карта марафона Нью-Йорк-Сити. This is how many people look at the New York City Marathon. Это то, как многие люди воспринимают этот марафон. It starts in Staten Island. Начинается пробежка на Стэн-Айленде. You go over a bridge into Brooklyn. Через мост Бруклин. You go up through Brooklyn. Вы поднимаетесь через Бруклин. And into Queens. В Квинс. And then you go over another bridge into Manhattan. Потом еще через один мост в Манхэттен. And then you go up to the Bronx. Поднимаетесь в Бронкс. Down through Harlem. Вниз через Харлем. Into Central Park. И в Центр Парк. And you finish. И вот он финиш. You get your little medal. Вы получаете свою маленькую медаль. 40,000 people go home happy. 40 тысяч людей идут домой счастливыми. That's how it's supposed to work. Ну, по крайней мере, так должно работать. So let me tell you what happens when you start thinking like an investigative reporter and start looking at the New York City Marathon. Но позвольте мне рассказать вам, что происходит, если вы начинаете думать как журналист-расследователь и начинаете смотреть на Нью-Йоркский марафон по-другому. Capture the next slide. Okay. 40,000 people start off in Staten Island and they go into Brooklyn. 40 тысяч людей начинают свою пробежку на Стэн-Айленде и поднимаются в Бруклин. And then in Brooklyn, a few people start getting on the subway. И там пару людей садятся на метро. You go into Brooklyn some more, and into Queens, and some more people get on the subway. А в Квинсе еще больше людей садятся на метро. And then they go in through Queens into Manhattan.
There are big crowds there. Там стоят большие толпы народа. And runners start blending in with the crowd. И некоторые бегуны так сливаются с толпой. That run up to the Bronx is too far. Потому что бежать в Бронкс это слишком далеко. So they start walking over to Central Park. И они проходят наискосок прямо в Центр парк. And then they magically reappear at the finish line. И они чудесным совершенно образом материализуются на финишной прямой. Finish and they get their medal. Вот и финиш, вот и медаль. And they go home. И домой. This is a story the New York City Marathon organizers did not want anyone to do. Понятно, что никто из организаторов Нью-Йоркского марафона не хотел бы, чтобы эту историю кто-то написал. How did I find this story? Спросите, как я узнала об этом? I did all the things I was describing earlier. Я делала ровно все то же, что упоминал ранее. Интервью, Интервью, read some documents, документы. but then I got some data. Но кроме того, я получил базу данных. And the data was really interesting. Это была очень интересная база данных. None of the sports reporters had ever looked at it. На самом деле, очень мало кто из спортивных журналистов смотрит на подобные данные. It turned out that the data they had for each runner in the race did not just have their finish times. Там были данные по времени забега каждого бегуна, не только время начала и финиша. But how fast they were going every 5 kilometers, every 5 kilometers. Но временные точки через каждые 3-5 километров. That's because all the runners have a computer chip tied to their shoes. Потому что у каждого бегуна на кроссовках был специальный компьютерный чип. And what happens is that if you looked at the data, you would see that some people went through 5 or 10 kilometers and then disappeared off the course. И когда вы смотрите на эти данные, вы понимаете, что есть люди, которые пробежали 5-10 километров, а потом потерялись на трассе, исчезли. But it wasn't a computer problem because they would all of a sudden magically reappear on the course at another point. Но это не была проблема с компьютером, потому что через какое-то время они таким же чудесным образом появились на трассе снова. I went through the data. I thought a lot of people were cheating. Dozens and dozens of people cheat. Я посмотрела эти данные и понял, что очень многие люди обманывают. Десятки людей. I called up the people who run the marathon and I said, I think a lot of people cheated the New York City Marathon. Я позвонил бегунам, которые обычно участвуют в марафонах, и я сказала: слушайте, мне кажется, что многие люди обманывают. They said, yeah, that's our dirty secret. Да, секрет. So I thought that was kind of funny, that all these people would bother to cheat at the marathon. That's crazy. И мне казалось это смешным, что люди берут на себя труд придумывать что-то и обманывать в марафоне. I interviewed some of the people who cheated, and I thought that was interesting, why they cheated. Я общался с теми людьми, которые использовали такие трюки, и мне было интересно узнать, почему. But when we do an investigative story, we also like to push ourselves and constantly ask, what's the harm, what's the foul, who gets hurt? Но как журналисты и расследователи, когда мы работаем над историями, нам очень важно постоянно себя спрашивать, а в чем, собственно, вред и кто пострадал. And so I found myself asking myself as I'm going home, so some people cheat and get medals they don't deserve, who really gets hurt? И я ехала домой и сам себе задавала вопросы. Ну хорошо, кто-то обманывает, кто-то получает медали незаслуженно, но а кто, собственно, страдает от этого, если кто-то, кто пострадал? And it took me a couple days, but then I realized that there were people getting hurt. И это заняло мне несколько дней, но я таки понял, какие люди незаслуженно страдают в этой ситуации. So let me introduce you to Hermes Lupi. Позвольте мне представить вам Армиза Лупи. Hermes Lupi is from Italy. Армиз Лупи итальянец. And he is 61 years old. И ему 61. Anyone here believe that? Есть кто-то, кто верит, что ему 61? It turns out that this man here won the New York City Marathon for all men 60 years and older. Но именно этот человек победил в Нью-Йоркском марафоне в возрастной категории от 60 и старше. That's because he found another way to cheat. Потому что он нашел еще один способ обмануть. Here's the second way to cheat at the New York City Marathon. Есть еще один способ обманывать.
The number that you have, the number that you see on his chest, Вы видите у него на груди номер. you're not supposed to sell it. Вы не должны его продавать. It's just yours. Он ваш. Вы его получаете, он ваш. Hermes Lupi sold his for 300 euros. Эрмис Лупи продал свой номер за 300 евро. And he sold it to this 25-year-old Italian gentleman Вот этому прекрасному итальянскому джентльмену 25 лет от роду. who proceeded to run the marathon like a 25-year-old. Ну, кто и бежал марафон как 25-летний. For those who don't know, that's usually a lot faster than a 60-year-old. И если кто не знает, то я объясню. Обычно 25-летний бегает куда быстрее, чем 60-летний. So I realized there's somebody else out there who should have known that day that he had won his age group, that he had been the best 60-year-old on the race course. И я понимал, что есть же в этой группе возрастной человек, который должен был выиграть этот марафон, тот, кто пришел вторым. I went back through the records, Я опять пересмотрел все свои записи. and I realized it was a man named Alan Miller. И я нашел человека по имени Алан Миллер. I tracked him down, Я его нашел, called him up, позвонил, and I said, you should have won the race that day. и я сказал, вы же должны были победить в этом забеге. He said, how did you find me? How did you figure out my story? А он сказал, откуда вы вообще знаете, как вы меня нашли? So Alan starts telling me his story. И Алан рассказал мне свою историю. He's run the New York City Marathon 25 times. Марафон 25 раз. He's about as New York a story as you might imagine. Это самая нью-йоркская история, которую только можно себе представить. He gets dressed with the guys from the New York City Police Department. Он встречается, одевается со своими друзьями из полицейского отдела Нью-Йорк-Сити. When he's done with the marathon, he goes to Mickey Mantle's bar, a famous bar right by Central Park. После забега они опять с друзьями встречаются в известном нью-йоркском баре рядом с Централ парком. And he celebrates with all his New York friends. И они празднуют все вместе, все друзья. And he said, Andy, this would have been the biggest day of my life. И он мне сказал, Энди, это должен был быть самый большой, звездный день в моей жизни. And I didn't get to have it. И это... I didn't get to celebrate. Но все получилось совсем не так, как я этого хотела. And now I don't know if I'll ever run a marathon again because I have cancer. И теперь я больше не смогу бегать марафон, потому что у меня рак. And that's one of the reasons why we do investigative stories, is to find people like Alan Miller and tell their stories. И это одна из причин, почему мы занимаемся расследовательской журналистикой, чтобы найти таких людей, как Алан Миллер, и рассказать их истории людям. And make readers see something that maybe they've never seen before. Может быть, заставить людей увидеть то, чего они раньше никогда не видели. Every year in New York, there's marathon stories. This year, the readers of the New York Times got to read about how dozens of people cheated at the marathon and how people like Alan Miller were deprived of the biggest day of their lives. Каждый год газеты пишут про нью-йоркский марафон, но в этом году люди прочитали о десятках других людей, которые обманывают, ведут себя нечестно и таким образом отбирают победы и заслуженные успехи людей, как Алан Миллер. This took me about a week to do. This story took me about a week to do. Эта история заняла мне около недели. Catch up next slide. Yeah. So that's just one example. Let me give you another quick example. Это только один из примеров. Позвольте я вам еще один небольшой пример. This was a breaking news story. Это была история из новостей. Такие были чрезвычайные новости. In San Francisco, a gas pipeline blew up and killed a bunch of people. В Сан-Франциско взорвался газопровод и убил нескольких людей. Yeah, and I was asked to help out on our day one breaking news story. Я работала в команде над такими чрезвычайными новостями. And one of the things the editors asked me to do was figure out how often do gas pipelines even blow up in the United И моя States. часть работы была в том, мне редактор попросил разузнать, а вообще как часто случаются подобные аварии, сколько раз взорвался газопровод в Америке. So
So myself and some other reporters, we each filed our little section of the story, and we had a front page story telling readers about this blast in San Francisco. Каждый из нашей команды сделал свою маленькую часть работы. Мы это все собрали в большой материал на первую страницу о взрыве трубопровода в Сан-Франциско. But there were questions still bothering me. Но все равно оставались вопросы, которые не давали мне покоя. And whenever I'm working on a story and there are questions bothering me that I was unable to answer that day, I write them in the back of my notebook. И каждый раз, когда возникает такое, что после того, как я написала материал, остаются вопросы, которые меня беспокоят, я их записываю на обороте блокнота, на задней страничке. And I was wondering if hundreds of pipelines blow up in the United States, who's responsible for this? И меня беспокоило следующее. Если в Америке случаются сотни случаев взрыва газопровода, то кто за это несет ответственность? So I read some documents and I interviewed some people. Я нашел некоторые документы, я позвонил, провел интервью с несколькими людьми. And it turns out that most of the time when a gas pipeline explodes, it's the fault not of you or I, but of the gas companies. И выяснил, что в большинстве случаев, если взрывается газопровод, то это не вина кого-то там, моя или ваша. В большинстве случаев это вина обслуживающей компании. And I was thinking, if the gas pipeline companies are blowing up their own pipelines, then shouldn't they maybe be held responsible? If I was to hurt somebody, I might go to jail. So do the companies get fined or punished? Я спросил сам себя, хорошо, если компания взрывает собственные газопроводы, то не несут ли они за это наказание, какую-то ответственность? Если бы я кому-то нанес вред, то меня, скорее всего, упекли бы за решетку. Кто наказывает их и как? And it turns out, when I started going through the records, that these companies are never punished for blowing up their own pipelines. И я выяснил, что компании эти не несут совершенно никакой ответственности и наказания за взрывы на газопровод. And even when they kill or injure people. Даже в тех случаях, когда страдают или гибнут люди. I went through the records and I found that the very company that blew up this neighborhood in San Francisco had just been found to be responsible for blowing up another pipeline a year or two earlier. И я в этих документах нашел, что та же компания, газопровод, который взорвался в Сан-Франциско, несколько лет назад тоже переживала взрыв газопровода, тоже в Калифорнии. In the United States, hundreds of reporters were writing about this gas pipeline explosion. Тогда, после этого взрыва, очень многие журналисты в Америке писали на эту тему. But nobody was asking these bigger questions. Но никто не задавал вопросы масштабно побольше. And it turns out that the gas pipeline company that had done the previous explosion had also killed people. И я выяснил, что та компания, газопровод, который взорвался раньше, там тоже погибли люди. So that allowed me to, if I may, I'm sorry. That allowed me to write this story. At a Christmas Eve gathering in 2008, a gas pipeline exploded, killing a 72-year-old man and injuring his daughter and granddaughter. Could you stop, please, Andy? И это, как бы, мои изыскания дали мне возможность написать следующее. В декабре 2008 года, накануне Рождества, взорвался газопровод, и вследствие этого взрыва погиб 72-летний мужчина, и пострадала его дочь и внуки. Investigators found that Pacific Gas was responsible. Было проведено расследование, которое выявило, что компания Pacific Gas, которая эксплуатировала этот газопровод, была в этом виновата. But government regulators never punish them. Но правительственный регулятор, органы власти, никогда не привлекли компанию к ответственности. And it was one of several hundred explosions. Это был один из нескольких сотен взрывов. Where I think 60 people were killed and a couple hundred injured in 5 years in the United States.
В течение 5 лет в этих взрывах погибло около 60 людей, и несколько сотен получили ранения. And then we go on to explain why there is no oversight. И мы дальше пытались разобраться, почему, собственно, нет контроля, нет наблюдения за этим. And when we interviewed the federal government, they only said, we're not doing a good job, you have to do better. И когда мы, собственно, пришли на интервью в федеральное правительство, они вынуждены были признать, что да, мы со своей работой не справляемся, и нам следует стараться получше. This was again a front page story in the New York Times. Там тоже было на передовице Нью Йорк Таймс, на их странице. And got a lot of other attention from other news organizations. И также внимание других новостных агентств и медиа было привлечено к этой теме. And again, it took me about a week to report. Ну и это тоже заняло у меня около недели. Yeah. So, go to the next slide as well. Sorry. Yeah. Again. Yeah. Again. Yeah. So, and I'll give you one more example of some recent work that I did. Should we do this one? Let's go to one more. I'm sorry. We'll find. Yeah. Again. No. Forward. Возвращайтесь назад, перестаньте вперед, пожалуйста. Yeah. Forward. Yeah. Forward. Еще. Yeah. Forward. Yeah. So I'm sorry. Let's talk about this. Since you all are students, I also teach an investigative reporting class. Поскольку вы все студенты, ну или большинство из вас, я также преподаю расследовательскую журналистику в To колледже. students who are all about your age. Людям примерно вашего возраста. And you might be thinking, oh, that's fine for him to do. He's at the New York Times. И вы, наверное, думаете, клево ему заниматься таким Нью Йорк Таймс. But I want to tell you, look, you guys can do this work too. Но я хочу вам сказать, вы, ребята, тоже можете это делать. Big and small, thinking like an investigative reporter, you can find stories that other people are missing and not doing. Большие, маленькие, но вы, как расследователи, как журналисты-расследователи, можете находить истории, о которых никто не думал. So let me tell you about one of my students. He was interested in criminal justice. Позвольте мне рассказать об одном из моих студентов, его очень интересовало уголовное право. We started talking after class, between classes. Мы стали с ним общаться на переменах между уроками. And it turns out one thing that interested him were when people are wrongfully convicted, sent to prison, and then later found out to have not committed the crime. И его интересовали люди, которых несправедливо обвинили, отправили в тюрьму, а потом обнаружилось, что они не совершали это преступление. It turns out that in the United States, when people like these are freed from jail, there's a big celebration. Wrongfully convicted person freed from jail. Ну и выяснилось, что в Америке, если такое случается, если человека незаконно упекают в тюрьму и потом освобождают, как незаконно осужденного, то люди празднуют. Это большое празднование. And so these stories often appear in the newspaper, celebrating the man's release. Часто эти истории публикуют в газете. Вот все празднуем, человека освободили из тюрьмы. But it turns out that no journalists ever were asking the question, then what happens? Но оказалось, что никто из журналистов не задает себе вопрос, а потом что? So that's what I sent my student to go and figure out. И я послал своего студента пойти и разобраться, что же потом. And it turns out in the state of New York that if you were wrongfully convicted, the state is supposed to give you money to help you get your life back together. Ну и мой студент выяснил, что если вас незаконно осудили, то город Нью-Йорк обязан дать вам каких-то денег для того, чтобы вы могли возобновить свою жизнь. So his story and several students who worked with him went to figure out, does this system really work? И он и также группа студентов, которая работала вместе с ним, попытались разобраться, работает ли эта система на самом деле. And it turns out that on average, it took more than 6 years before you would even begin to get money.
И мы выяснили, что процесс оформления этого занимает несколько лет. То есть может пройти лет 6, пока вы начнете получать какие-то выплаты. The state had said it would be a fair system. Государство говорит, это будет справедливая система. But some people would get a little bit of money. Но кто-то получает немного денег. Some people might get a lot of money. Кто-то гораздо больше. And his story was about how the system doesn't work to help people get their life back together. И, собственно, его материал был о том, как система не работает, чтобы помочь людям восстановить их нормальную жизнь. This story went on to win the best investigative story by a student in the United States. Эта работа выиграла первую премию как лучшее студенческое расследование в Америке. And it took them about 3 months to do. И заняло около 3 месяцев работы. A group of about 4 or 5 students. Над расследованием работала группа 4-5 студентов. We tracked down people who, if they had gotten their money, their life might have been a lot better. Мы нашли людей, которым очень нужны были бы эти деньги. То есть, если бы они их получили, то смогли бы жить куда лучше. The students built their own spreadsheet, a Google spreadsheet. Студенты сами создали свою базу данных. Yeah, to keep track of all these people. Чтобы вести реестр этих людей. Great. Another student, just about a year and a half ago, Еще один студент, где-то 1,5 года назад, was very interested by news stories that happened in the city of New York. Очень заинтересовался новостью, которая случилась в Нью-Йорк-Сити. When police were chasing bad guys at around 9 o'clock in the morning. История была следующая новость. Полиция гналась за какими-то злодеями в 9 утра. By the Empire State Building. Рядом с Empire State Building. They started shooting. Началась перестрелка. And the police started missing. Ну и полиция промазала. And instead of hitting the bad guy, they were hitting an innocent bystander. И вместо того, чтобы выстрелить в плохого парня, они выстрелили в совершенно невинного прохожего. And the student said to me, I'd like to do a story about this. И студенты сказали, вот я бы хотел написать об этом. And I said to her, that's great. What are you going to do that's different than the hundreds of other reporters writing this story? Я сказала, хорошо, но что ты сделаешь иначе, отличное от того, что уже сделали сотни других журналистов, которые писали об этом? And push her to think about this. Я говорю, иди подумай. And what she and a group of students ended up doing was looking not just at that instance, but every single time the New York City police hit an innocent bystander. И что сделала эта студентка и группа товарищей, которая ей помогала, они посмотрели не только на этот конкретный случай, они рассмотрели все случаи, когда страдали просто прохожие, когда в прохожих стреляла полиция. It turns out it happens a lot more often than we think. И мы выяснили, что это случается намного чаще, чем нам кажется. In about 10 years, about 30 innocent bystanders were shot by police. За последние 10 лет так пострадали около 30 людей. That was interesting, but then again, I pushed the students to say, and then what happens? And then what happens? Уже само по себе это было интересно, но я продолжала подталкивать свою студентку и говорила, а дальше что? Ну и что происходит потом? And it turns out that many of these people go to New York City and say, look, I've been shot, I've been wounded, I've been paralyzed. И мы выяснили, что многие из этих людей обращаются к городу и говорят, знаете, вот меня стреляла полиция, и я пострадал, я был ранен, кто-то остался парализован. Or that my husband or my wife was killed. Или вообще убили моего мужа или мою жену. So they were asking to be compensated to get some money in return for this. И они просили от города компенсацию. Деньги за страдания. And it turns out the dirty secret in New York City is that the city would always fight having to pay anything. И мы открыли такой маленький грязный секрет города Нью-Йорка, что город всегда страшно боролся за то, чтобы не платить. We found cases, the students found cases, where sometimes in the same shooting 2 people would be hurt. Студенты нашли случаи, когда в одной и той же перестрелке пострадало 2 людей.
Sometimes one person would get money Один из них получил компенсацию, to compensate them for their injuries, ну как компенсацию за какие-то травмы. but the person who was injured worse got nothing. А другой человек, который пострадал сильнее, ничего не. All these other reporters were writing about the Empire State shooting. No one was looking at the bigger picture. Опять-таки много журналистов писали про эту стрельбу возле Empire State Building, но никто не посмотрел на проблему шире. These students put together the story, Эти студенты смогли сложить эту историю. and they ended up being finalists for the United States big award for investigative students, work by students. И эта работа также вошла в финал конкурса лучших студенческих расследований. Again, they did it in about 3 months. Это заняло около 3 месяцев. It was not full time, it was something they would do once in a while. Понятно, что это не была работа каждый целый рабочий день, каждый день. Это было что-то, что делали время от времени. But these were students just like you. Но это были точно такие же студенты, как вы. And so they just pushed themselves to keep asking questions, keep digging, keep thinking, and then what happens, and then what happens. Но они заставляли себя думать и копать, и задавать вопросы. А что дальше? А что происходит дальше? Okay, the next slide. We'll go some more. So sometimes I'll ask my students to just file Freedom of Information Act requests. Иногда студентам приходится подавать информационные запросы. I know that in the United States we have a law that maybe is a little bit better than here in Ukraine. Возможно, у нас в Америке закон, который гарантирует право на информацию по таким запросам, может чуть лучше, чем в Украине. But our law is not perfect, and we often have to fight and scream and threaten to sue to get Но information. на самом деле наши законы совершенно не идеальны, и нам нужно бороться и добиваться, и пугать судом, чтобы получить информацию. So I encourage you to never stop struggling to get information. И я хочу, чтобы вы никогда не уставали и не останавливались в поиске информации, и не останавливали борьбу за информацию. And do not be afraid to use your Freedom of Information law. И не стесняйтесь и не бойтесь использовать те законы, которые гарантируют вам право на информацию. One thing one of my students did was file a Freedom of Information Act request to find out whether the FBI ever followed around Alexander Solzhenitsyn. И один из моих студентов написал такой запрос, чтобы выяснить, следила ли когда-либо ФБР за Александром Солженицыным. And it turns out she found out, she got a big thick file that showed that the FBI was indeed following around Я Solzhenitsyn. получила такой большой толстый документ, файл, который подтверждал, что да, таки ФБР следил за Солженицыным. She wrote that story and got international attention for that. Она написала этот материал, он привлек внимание международного сообщества. Katya, the next slide. And the next slide. And we'll go again. We'll go a couple more. Just for time. Again. Again. And we'll go one more. Okay, perfect. We'll go with this one. Okay, so one time, this is another story that I was asked to work on. Еще один материал, над которым меня попросили помочь работать. It turned out that a pharmaceutical company that made cough syrup История касалась фармацевтической компании, которая выпускала сироп от кашля. got ingredients from China Они получали ингредиенты из Китая to make the cough syrup. для производства этого сиропа. They sold it to people in Panama and Tahiti, Они продавали это людям на Гаити и Панаме and it killed about 200 people. и убили около 200 человек. It turned out the ingredient was not a cough syrup medicine, И выяснилось, что ингредиент, который они использовали, это был не сироп от кашля, but antifreeze for automobiles. а антифриз для автомобилей. So after 2 colleagues of mine did that story, I was brought in to help with the coverage. После того, как уже 2 моих коллег занимались этой историей, меня попросили подключиться к освещению.
And the question we had was, how big is this? И вопрос, который вы себе задали, какой масштаб всего этого? How often do Chinese chemicals that should not be on the market get into the Western world's pharmaceutical supplies? Как часто химические какие-то вещества из Китая, которые совершенно не должны быть на рынке, попадают в фармацевтические или на западных компаний? So I started thinking about several things. One is that as journalists we like to tell stories. Я думал о нескольких вещах. Первое это то, что мы как журналисты должны рассказывать истории. And when we tell stories, one of the things that's good to help tell a story is to put it in one place. И когда мы рассказываем эти истории, очень хорошо бы нам как бы разместить это в каком-то одном месте, локализовать. And I was thinking, what would be the one place where all the drug makers in the world might be at? И я думала, а в каком это таком месте могут быть все производители, все фармацевты, да, все компании? I bet they have a convention. I bet they have a big gathering somewhere. Ну, должна же у них быть какая-то конференция, собрание. And it turned out they were going to have a big gathering in Milan, Italy. И выяснилось, что да, таки у них есть большая конференция в Милане, в Италии. Okay, that was going to be my ground zero. И это был моя точка отсчета. Then my next question is, who's going to be there? Particularly, which Chinese companies will be there? И я себе задала вопрос, а какие, собственно, компании будут там в Милане? В частности, какие китайские компании там будут? I checked with the people who run the convention, and it turns out that 25% of all the companies there were going to be from China. Я связался с людьми, которые организовывали эту встречу, и выяснил, что 25% всех делегатов будут из Китая. And they gave me a list of all the companies. И они мне дали список всех компаний. And so I started checking them out. И я стал проверять. Yeah. So I would call up Interpol. Я звонил в Интерпол. And I would check with U.S. customs officials. И я позвонил чиновникам на таможне. I would check court records. Я проверил судебные записи. I would check times when customs officials said, this medicine is bad, we have to send it away, it cannot come into the United Я States. искал случаи, когда на таможне говорили, нет, вот эти вещества плохие, мы их отправим обратно. So together, we took all of this and combining all this information, it allowed us to write this story. This was a look at just how bad the Chinese chemical industry is. Oh, by the way, one other thing we did is we checked whether Chinese regulators ever inspected the companies that were selling all of these ingredients. Yeah. И собрав все эти данные, которые мы нашли с помощью интервью, документов, проходя по пути, который я вам рассказал, мы пытались найти ответ на вопрос, а китайские власти вообще проверяют свои компании, что они отправляют на экспорт. So what we ended up being, and it turns out, by the way, none of the companies that were going to be at this conference had ever been inspected. И мы выяснили, что ни одна из тех компаний, которая собиралась принимать участие в этой конференции, ни одна из них не проходила проверку. So no government official in any country knew whether the ingredients were any good. Таким образом, никто ни в какой стране не знал, что продают и какого качества эти ингредиенты. Together we were able to combine all this information. Мы смогли всю эту информацию собрать воедино. With a dateline in Milan. With a dateline stories. So the story begins in Milan. Наша история начинается в Милане. Honor Pharmaceutical Company was one of many companies here at this big conference. И это была одна из фармацевтических компаний на этой конференции. The company's motto is thinking much of honor. И компания, у нее был слоган такой, они говорили, что мы думаем о своей чести. But it turns out that their ingredients were responsible for killing people in Panama. Но оказалось, что вещества, ингредиенты, которые они продают, убили несколько
несколько сот человек утонули. And so were companies that had been found by Interpol to have been violating drug laws. Были также компании, которых обвинял Интерпол в нарушении правил оборота наркотиков. And so were companies that were violating U.S. customs laws, selling bad ingredients. Были компании, которые нарушали таможенные правила Соединенных Штатов, продавая ингредиенты не соответствующего качества. And if you were to walk over to one company's booth, you might expect them to be there, but they weren't. If you were to go to the convention and go to one company's booth, you would expect them to be there, but they were not. И были также компании, которые на этой выставке, на конференции, они делали как стенды, и вы бы ждали, что вы придете, на место стенда этой компании, но их там не было. And that's because the company's owner was sitting in a jail in Houston, Texas. Потому что на момент этого собрания глава компании сидел в тюрьме в Техасе. So we were able to show just how often all of these companies at this big convention were violating the law. То есть мы могли показать, как часто эти компании, представленные на большой выставке, на собрании, как часто они нарушают закон. So this story was part of a series that went on to win the Pulitzer Prize, which is kind of a big deal in the United States. Это была история, которая получила Пулитцеровскую премию, и в Штатах это так вроде как ничего. Yeah. We'll go on and just show one last example. Я покажу вам самый последний пример, прежде чем мы закончим. One more forward. Stop. That one, yeah. Okay, great. So one of the things I've done is I've gotten to work on the WikiLeaks and the Snowden files. Одна из вещей, которыми мне приходилось заниматься, это работать с файлами Сноудена и WikiLeaks. So sometimes we would, and I'll give you an example of just how we might do one of these stories. И я хочу рассказать вам, как мы работали над одной из таких историй, над одним из таких материалов. Sometimes a story we would be going through diplomatic cables, and the story could just be in one diplomatic cable. Иногда, когда мы разбирали эту дипломатическую переписку, в одной депеше уже была целая история, готовый сюжет, который мы могли использовать как материал. One that we often would joke about is the one diplomatic cable that told us about Muammar Gaddafi in Libya. Один из примеров, который мы приводим уже в качестве анекдота, одна из этих депеш рассказывала про Каддафи в Ливии. Because that cable told us about how wherever Muammar Gaddafi went, his 34-year-old Ukrainian nurse went with him. И в этой депеше написано было, что куда бы Каддафи ни ехал, с ним всегда ехала 23-летняя украинская медсестра. Sadly, I did not find that cable. That was a friend of mine. К сожалению, не я нашел эту депешу, ее нашел мой друг. And he would say, this is my one big accomplishment in the story. И он сказал, что это его вклад в историю. Finding the Ukrainian nurse. Нашел украинскую медсестру. But often what I would find is that some of the really important stories were not in one cable. Но то, с чем мне пришлось столкнуться, что самые важные истории, они не были в одном письме, в одной депеше. But little bits and pieces in different cables. Это были какие-то кусочки, обрывки в разных письмах. We would later do the same technique that I'm about to describe to you for a story about Syria's chemical weapons industry. И мы использовали ту же технику, когда мы писали о химическом оружии в Сирии, использовании химического оружия в Сирии. So even just less than a year ago, we were using the cables to write about Syria. Когда мы около года назад писали про Сирию и то, как там использовали химическое оружие. But this particular example is about the North Korean missile industry. Но вот этот пример, о котором я буду говорить, он о производстве и торговле ракетами в Северной Корее. It turns out we would read in one little cable, there'd be one mention that a company in Switzerland sold some very difficult and important equipment to North Korea. В одном из этих писем мы нашли информацию, что компания в Швейцарии продала какое-то очень особенное оборудование Северной Кореи. It's very precise. Очень точное. And then companies in Russia and Ukraine sold steel that was very difficult to make.
А компании в России и Украине тут даже продавали какой-то особый сорт стали. And that went to North Korea. Это тоже ушло в Северную Корею. Together, this was beginning to give North Koreans the equipment and parts they could not get themselves. Это фактически поставляло в Северную Корею то, чего раньше они не могли получить самостоятельно. And make these mid-range missiles. И с помощью этих материалов они могли производить ракеты среднего поражения. If you were to go on with this chart, you would see all the customers that these missiles were sold to. И если бы вы могли видеть всю инфографику, то мы бы еще и увидели всех клиентов, которые потом покупали эти ракеты. Not just Syria and Iran, but Не только Иран и Сирия, also Egypt and Angola. но также Ангола и Египет. And then the next part of the chart would show you how the money would come from the customers and get back to North Korea. И также мы могли бы увидеть, как деньги, денежные потоки возвращались обратно в Северную Корею клиентам. It would go through big name banks like Citibank and Deutsche Bank. И они проходили через большие известные банки, как Citibank или Deutsche Bank. Big banks in the United States and in Europe. Большие банки в Америке и Европе. And then once the money went back to North Korea, we could also see in even more cables, we could see how the North Korean elite celebrated. И когда деньги возвращались в Северную Корею, мы также могли отследить, как потом верхушка правящей страны празднует и использует эти деньги. They would go have a tropical vacation in Burma. Они ездили в отпуск в тропические острова, ездили в Бирму. No one cable told this story. Это нельзя было найти в одном документе. But by going through countless cables, we were able to tell this bigger story. Но проработав бесконечное количество документов, мы могли восстановить всю эту схему. And that's just one example of many about how we would go through documents and never just let one piece of information sit there, but see if you could be part of something bigger. И это пример того, как, когда работая с документами, вы не должны концентрироваться на чем-то одном и маленьком, а всегда должны думать более масштабно, что стоит за этим примером. Yeah, so these are just some of the stories that I've worked on. Это некоторые из тех материалов, историй, над которыми я работал. And I hope it gives you a little bit of insight of the way we would always be pushing ourselves to keep asking questions, keep getting more documents. И я надеюсь, что это хороший пример, который заставит вас думать о том, что мы всегда должны себя самих подталкивать и задавать самим себе вопросы, искать дополнительные документы. And keep asking ourselves, and then what? И спрашивать себя, а дальше что? And not be afraid to use things like spreadsheets or data to keep track of information. И не бояться использовать базы данных, не бояться использовать таблицы Google и реестры. I've also worked doing investigative documentaries for television. Я также работал в производстве расследовательских документальных фильмов для телевидения. I can tell you the same techniques that we use for these stories can also make incredible television. И я могу сказать, что те же техники, которые мы использовали для изготовления печатных онлайн-продуктов, все тоже можно использовать в телевизионном продакшене. So no matter what you work in, whether it's newspapers or on the web or for broadcast, you can do this work. И нет разницы, где вы работаете, в газете, в онлайн-издании или на телекомпании, вы всегда можете делать это. I encourage you to go to conferences like the one that's been going on here in Kiev. Я очень вас прошу, я хочу вас вдохновить на это, чтобы вы принимали участие в конференции, которая проходила в Киеве в эти дни. Where you can really learn the techniques, the details on how to do these stories. Где вы можете научиться конкретным навыкам и деталям, как это делать. These conferences are about how we all learn how to do our job better. Собственно, на таких конференциях мы все учимся делать свою работу лучше. I think I'm out of time, so I don't know if you want to ask. Should we do questions now? Is this So Если у вас вопросы. Yeah. However you wish to do this. Сразу пока не забыл. Вот эти студенческие все расследования, они требуют не только, в общем-то, немалого времени, но и каких-то средств. Кто эти средства определит? Before I forget, I just wanted to
ask you, those students' investigations that you show, they demand not only this amount of time, but also some money. Was financing the stories? No money. Нет, на это денег не было. These stories did not cost any money. Эти деньги не стоили ничего. Эти истории не стоили ничего. Just time. Только время. And energy. И энергию. Сложно проверить. If you want afterwards, I could walk you through exactly. Там есть еще вопрос. Пожалуйста, помогите с ним. Сверху, окей. Добрый вечер. Хотела спросить, бывали ли такие случаи, что вы чувствовали угрозу своей жизни или жизни ваших близких из-за ваших материалов? Спасибо. Have you ever felt a threat to yourself or close people to you because of the work you're doing and the stories you're writing about? Look, once in a while I may have gotten a threat. Может быть, иногда мне кто-то угрожал. But let's be real. Но давайте будем реалистами. You have colleagues right now who are in Donetsk. Многие коллеги из вас, ваши коллеги сейчас работают в Донецке. I have colleagues at the New York Times who work in war zones. Мои коллеги из Нью Йорк Таймс работают в зоне военных конфликтов. I've seen colleagues, you know, in the office one day and a month later they're dead. Я видел случаи, когда сегодня я вижу своего коллегу в офисе, и через месяц он умер. So whatever threats I may have ever faced are nothing compared with what so many of our colleagues are doing. И поэтому те угрозы, которые, быть может, мне приходилось слышать и сталкиваться, они не значат ничего по сравнению с тем, через что проходят очень многие ваши и мои коллеги. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи була якась реакція від органів державної влади на ваші розслідування? Чи щось у вас не змінилось, тому що в Україні це дійсно проблема? Have you ever seen the reaction of federal authorities to your investigations? Because in Ukraine it very often happens that nothing changes. Yeah, so in the United States it can vary. В Штатах реакция бывает разная. One investigation that I worked on several years ago with some colleagues is still leading to people going to jail. Одно из расследований, которое мы несколько лет сделали с коллегами, по результатам этого расследования до сих пор люди попадают в тюрьму. Sometimes, like with the gas pipeline story, it causes the federal government to say we're going to change. Иногда, как в случае с историей, я вам рассказывала о взрывах на газопроводе, это расследование заставляет правительство менять политики. Они говорят, мы будем принимать меры. I've just finished doing a story about, we're still working on it, about U.S. military hospitals, the ones for their soldiers and families, and our investigation found that the medicine they provide is very bad. Я все еще работаю над материалом о военных госпиталях в Америке, то есть о больницах, которые предоставляют медицинские услуги солдатам и членам их семей. И я выяснил, что качество этих услуг ужасное. And the Pentagon announced the New York Times is right, and we're going to change the way medicine. И теперь Пентагон таки признал, что Нью Йорк Таймс была права, и они будут менять систему. Change the way medicine gets to our soldiers. То есть мы смогли изменить систему получения медицинской помощи нашим солдатам. But yes, other stories, sometimes nothing happens. Но бывает, что ничего не происходит. Yeah, so it ranges, it's a range. По-разному. Hi, my name is Vadim. Here I have two questions. Перше питання, уточнюючи. От ви розповідали розслідування з медицинськими препаратами. Скільки часу воно зайняло? Скільки так було з цією конференцією? You gave us an example of investigating these drug supply companies. How long did it take you with all the Interpol and custom officials? 4 months. 4 месяца. That was pretty much full time. И я занимался, в принципе, это была моя основная работа. And some nights with very little sleep. И несколько ночей практически без сна. Зараз, тоді друге питання. Скільки в середньому коштує в Штатах, не так як у вас, напевно, ви вже досить відомі там, скільки в середньому коштує таке от розслідування в Штатах? Would you evaluate how much it costs to do an investigation like that?
My bosses do. Мои боссы, начальство точно знает, сколько ты стоишь. But when I worked in television, they could actually put a dollar amount on it. In television, they actually keep track so you can figure out the dollar amount. Когда я работал на телевидении, то велся учет, они могли вам сказать цифру до доллара. Доброго дня. Запитання. Україна відмовилась від ядерної зброї. Захід не стримує своїх гарантій. Чи цікава ця тема для вас? І наскільки цікава? Ukraine refused, gave away their nuclear protection under the guarantee of international communities and international community. And now we see that this guarantee is not working. Is this topic of any interest to you? Almost, as you might tell, almost any topic is of interest to me. Я могу сказать, что практически любая тема представляет для меня интерес. And I'm sorry, I know very little about it. На самом деле очень мало об этом Тобто ви будете займатися розслідуванням цієї теми? Maybe we can talk more later. Я очень мало об этом знаю, может, мы можем чуть позже об этом больше поговорить. Дмитрий нам показывает, что уже все, последний вопрос, и мы идем. Пожалуйста, кто? Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви розслідуванням зниклих мистецьких робіт? No, I have not, but that's a very interesting subject. I think there'll be time after Bruce's presentation for us all to answer even more questions. Thank you very much.